Друзья, ссылочка на карбюратор и на модуль зажигания или катушка зажигания, кто как называет, будет под видео в описании. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поговорить о китайских пилах. Хотя это сейчас все Китай, а у нас именно пила MaxCut MS-152. Вот такая вот пила. Значит, по характеристикам она 2,5 киловатта, 3,4 лошадиных силы, поршень 52 кубических сантиметров, 18 на 45. Значит, покупал я ее в прошлом году. В общем, рассказать, с чем я столкнулся, как она начала мандить, работать, не работать, перерывами обороты держать. Значит, купил где-то, говорю, год назад ее, отработала она, конечно, хорошо, где-то с утра до вечера, целый день, пару дней, с утра до вечера мы ей работали, выпили много, вот. И после этого она начала глохнуть, стала уже ненормально держать обороты, плохо стала заводиться, заведешь ее кое-как, хочешь ее разгазовать, чтобы она там все, порой бывало чихать начинала, то есть все хуже, скажем, бревном. В итоге вообще все заводишь, я говорю, хочешь разгазовать ее, она бывает даже и чихнет, короче, глохнет. Ну, в первую очередь, как всегда, начинаем со свечи. В первую очередь, да, свечку поменял, все хорошо, ничего не изменилось. Значит, без изменений работает так же, не пойми как. Думаю, сниму карбюратор, как по старинке, раньше еще, да, советскими мотоциклами. Все помоем, продуем, на место поставим. Вообще разбираю. Там на стоп карбюратор маленький, все знаете, да, у кого бензопилы были, со спичечный коробок. Думаю, что там хоть, система устройства, как он там устроен, разбираю. Там вообще, по сути, ничего нет. Диафрагма с иголочкой и два канала, куда можно дунуть. И то фиг поймешь, что, короче, все. Там мыть-то толком нет. Но все равно все замочил, продул, все собрал обратно. Короче, там делов-то, я говорю, устройство карбюратора, ему, по сути, там и мандить нечему. А пила не работает. Все собираю назад, завожу, все так же. Изучил его полностью, досконально, там вот эти есть два регулировочных болта, все через интернет, что за что отвечает. Все, и пробовал регулировать, никак она лучше не становится. Поехал в магазин узнавать здесь у себя в городе, карбюратор купить. В наличии нету, говорят, вообще такие у нас бывают, и привезем в районе 2000. Я думаю, ладно, пока долго не буду думать. Как я говорю, ссылочка оставил. Заказываю карбюратор с Алиэкспресс, ставлю. Все, только когда его заказали, друзья, новый, не вздумайте на нем ничего крутить. Он уже отрегулированный. Выставите потом под себя холостой ход, и все, ничего на нем крутить не надо. Ставлю, значит, вытягиваю, да, знаете, как заводится. Подсос у нас, заслонка перекрывается, на всю вытягиваем, дрынк, она первый раз схватывает, и потом его убираем. Все заводится хорошо, газует, оборот я себе выставил, работает ровно. Думаю, пойду проверю там, может штучек 5 вот такого диаметра, где-то 150 суков отпилил, все нормально, работает, пилит. То есть я к тому говорю, то что с тем карбюратором, если он у вас начал мандить, я говорю, я не знаю, что там такая за система в нем, что в нем по сути ничего нет, а он мандит. На что только не думал. Вот, ладно. Все, поставил, то есть ничего вы с ним не сделаете, заказываете, он там дешевый, 450 рублей, что ли, вот по нынешним ценам на апрель 2020 года. Все отлично, говорю, как попробовал, суки распилил. Что-то еще чуть-чуть погазовал туда-сюда, раз, что-то заглохло. Заводить, стало заводиться плохо. Да что такое-то? Вроде так все хорошо было. Далее. Не заводится, можно минут 5 там дергать, раз 100. Бывает схватит, заведется, пару минут поработает опять. Уже дальше на что только не думал. Сажаю уже новый карбюратор, этот же, думаю, может что, где воздух подсасывает, на герметик. Не без изменений. Потом тумблер у нас здесь есть, включение-выключение. Делаю его напрямую. А тут, смысл, когда бензопилу вы тумблер выключаете, глушите им, тут идет не на разрыв сделана масса, а наоборот, когда вы выключаете бензопилу, у вас включается масса. Здесь так сделано, от катушки провод идет,
и вы включаете бензопилу, он подает массу, и она от массы глохнет. То есть тут в обратную структуру. То есть я убрал абсолютно все, сделал напрямую. Думаю, ладно. Такая же фигня, думаю. Выкручиваю свечу, думаю, что уже надо, что-то дергаю раз. Что-то даже палец не пробивает, уж за эту прям берусь. Дергаю, нету. Дергаю, раз появляется. В общем, она то есть, то нету, то есть, то нет. Поэтому перед началом видео я сказал сразу, кому что надо, друзья. Кто с карбюратором, у кого там заводится, ну, плохо работает, не набирает, не газует, глохнет, тому карбюратор. Кому модуль зажигания, тому все в описании модуля зажигания. Либо кому как мне вместе. Короче, я с этой пилой, ну так попал, реально. Друзья, карбюратор этой катушка, это не обязательно на эту пилу. Там по характеристикам карбюратора пишет, подходит для пилы, пишет кубатуру там 45, 48, 52, 58 кубиков. Также люди пишут комментарии, купил, установил, там Husqvarna я читал, партнер, еще там многие пилы. Пишет, все отлично. Также и катушка, она идет по кубатурам. Ну и самое основное, плюс кубатуру смотрите вашу, и самое основное, там рисунок, все совпадает один в один. То есть я когда тоже карбюратор себе подбирал, смотрю, кубатура у меня совпадает, и просто там же много рисунков. Смотрите свой со всех сторон карбюратор, и те рисунки сравнивайте, и все как бы подберете. На некоторых даже есть диффузор, диаметр самих шпилек, куда вставляется. То есть не обязательно, я говорю, что это к этой пиле, к Макскату только, к очень многим пилам подходит. Так что смотрите внимательно картинки, читайте описание, подбирайте себе. В общем, снимаю его, ну все, уже разобрался, потому что здесь уже и на герметик карбюратор, и никакого у меня уже здесь двиг-стопа нет. То есть здесь остается только катушка, искра выдает через раз. Все, сейчас заказал катушку, сейчас через пару недель должна прийти, ставлю, и по идее должно быть четочки все, потому что как бы дело оказалось уже после карбюратора в искре. Я не знаю, почему катушка подошла, что я там отпилил на пробу, как несколько суков, и все, подошла катушка. Короче, с этой пилой я вот так вот настрадался. Я ее разбирал всю полностью, я там что только не делал с ней. У меня уже дошло до того, что были такие мысли, может, что поршневая, может, что перегрелось, колечки подгорели, подплавились, подзалипли, компрессия не та, бензин поступает, степень сжатия слабая, взрыва нету, или что такое, ну, компрессии слабые, думал, карбюратор снимал, ну, продергивал потихоньку, поршень видно ходит, поршень ничего не черный, кольца не черные, я их так на колечки слегка нажимаю, все они в своих этих посадочных местах, ну, чуть-чуть прожимают, соответственно, блин, все нормально, поршневая, все нормально. То есть я уже тут думал на все, как бы тут, в принципе, система все. Раньше на мотоциклах катались на этих советских, тут все то же самое, только тут еще и получается, как, да, что у нас тут катушка, это как все электронное, ничего тут выставлять не надо. В общем, кому интересно, друзья, такое вот решил я просто кратенько видео записать про эту пилу, как я, с чем тут, зачем можно попасть. Тут либо карбюратор, либо катушка, либо свечка, либо все по очередности, как у меня. Если кому интересно, поставлю попозже, пишите в комментарии, спрашивайте, что как изменение работает, не работает. Чудес не бывает, должно быть все идеально. Больше что-то искра ни за чего не может идти через раз. В общем, такое вот, друзья, видео. Пила у нас Maxcat, еще раз 152, 3,4 мощность у ней. Шина у ней, я не помню, 50-ка, по-моему, брал такую подлиннее. Шина нормальная, длинная, бревнышки побольше диаметр можно пилить. В общем, вот такие вот дела, друзья. Брал я ее что-то дешево, 3800, что ли, по-моему. Потом что-то смотрел, так тоже цены плавают, там 4,5 бывает. Вот. Пишите, у кого, может, такие же пилы были, или просто, они, по сути, что, структура системы-то у всех одинаковая. Кто с такими же проблемами сталкивался, пишите в комментариях, пообщаемся, обсудим тоже эту тему. Ну, а я буду ждать катушку, устанавливаю, завожу, потом, когда все будет отлично работать, я сам, наверное, комментарий дополню там. Как раз мой комментарий выйдет наверх. Все, друзья, кому видео немножко понравилось про этот рассказ, как я с ней наплевался, ставим лайк, подписываемся на канал.
Всем счастливо. Кому интересно, сзади меня лодка Aqua 320. Грузоподъем 450 килограмм. Все жестким дном. Вот. Могу, если кому нравится, могу, в принципе, сделать на нее обзор. И вспомни именно откуда заказывал. Я думаю, можно, ссылка осталась. Вот. Лодка адекватных денег стоит, не такая уж дорогая, но путевая. Все, друзья, всем пока.